Всем привет! Вы на канале Чайный Инспект, и я сегодня получил новый смартфон, который взял в личное пользование. Этим смартфоном оказался новый OnePlus 10 Pro. Сегодня проведем распаковку, я расскажу о характеристиках данного девайса. Затем, через какое-то время, я скорее всего сделаю обзор по камерам, так как это самое интересное в смартфоне, и в течение месяца выпущу полный обзор. Давайте приступим к распаковке, готовы? Поехали! Итак, предзаказал я смартфон задолго до презентации, и как ранние пташки компания сделала подарок: со смартфоном бесплатно положили беспроводные наушники Oppo Enco Air. Сама коробка выглядит премиально, сразу ощущается в руках. На ощупь это картон со специальной обработкой Soft Touch покрытием. Открывать ее тяжело, так как поверхность слабо скользит. Внутри сразу встречает вытянутая вставка, в которой расположена картонка с иголкой под слот SIM. И еще здесь есть различные бумажки и наклейки. За картонной вставкой лежит сам смартфон, к нему я еще вернусь. Далее идет пластиковая вставка, за которой лежит серый чехол, поверхность которого также имеет Soft Touch покрытие. Подобный чехол я помню в Realme GT Neo 2. Также здесь есть большая фирменная зарядка на 80 Вт, это 11 вольт, 7,3 ампер. И соответственно к зарядке идет кабель Type-C красного цвета, достаточно толстый и увесистый. Смартфон я выбрал средней конфигурации 8 плюс 256 гигабайт серого цвета. Обошелся он мне в $787. Примерно столько же стоит Xiaomi 12 Pro. OnePlus 10 Pro еще не вышел в свет, уже вызвал много споров и вопросов в сети. В первую очередь это касалось дизайна тыльной камеры. Она здесь необычная в нетривиальной форме для OnePlus. Дизайн лично у меня не вызывает эффекта вау, но я и не планирую в повседневке часто смотреть на тыльную сторону смартфона. К тому же телефон будет в чехле выглядеть по-другому. Из плюсов такого модуля отмечу то, что здесь ультраширик с рыбьим глазом, расположен строго по центру, и он должен именно здесь находиться. Это минимизирует вероятность при съемке попадания пальцев на снимок. Думаю, этот момент повлиял на дизайн данного модуля, то есть здесь все-таки конструктив играет большую роль, и под него, я думаю, подстраивались по дизайну. Также камера не очень сильно выпирает из корпуса, что тоже является плюсом. В остальном смартфон умеренно габаритный. Размер девайса следующий: длина 163 мм, ширина 73,9 мм, толщина 8,55 мм, вес устройства 200,5 грамм. Смартфон удобно ощущается в руке, он не сильно широкий, но немного длинный, и одной рукой не очень комфортно управлять. Тыльная крышка здесь выполнена из стекла со специальной обработкой поверхности, которая придает эффект мягкости, как Soft Touch. Тыльник матовый, без переливов, но с эффектом мелких блесток. Модуль камеры выделяется на фоне крышки, так как здесь гладкая зеркально-металлическая поверхность. И сам модуль выполнен из отшлифованного металла. Крышка имеет плавные закругления по краям, и в области камеры модуль также плавно сливается с рамкой, то есть одна сторона модуля сглажена. Тыльная рамка выполнена из металла. С правой стороны от экрана расположена кнопка включения, которая легко доступна для пальцев правой и левой руки. Выше от кнопки расположен фирменный триггер режимов оповещения. Триггер достаточно тугой, выполненный из металла, и при переключении ощущается легкий щелчок. Вверху рамки расположен вырез под микрофон, под стереодинамики отдельный вырез делать не стали. С левой стороны находятся кнопки регулировки громкости, а снизу расположен порт Type-C и вырезы под динамик и микрофон, а также слот под 2 нано-SIM, без возможности расширить внутреннюю память. С фронтальной стороны на экране наклеена заводская пленка с олеофобным покрытием. Она менее гладкая, чем на том же Xiaomi 12, но при этом не оставляет следов от пальцев. Вверху экрана расположен тонкий вырез под разговорный динамик, соответственно стереозвук выходит также из этого выреза. Датчик приближения, как я понял, здесь физически ультразвуковой, так как он реагирует на любые приближения в области выреза под динамик, как в вертикальном, так и в горизонтальном положении смартфона. Сканер отпечатка встроен в экран, расположен необычно мне высоко от нижней части экрана, работает при первой пробе корректно, но недостаточно быстро. Срабатывает только при включенном экране или режиме Always On Display, то есть сканер нужно будить. Экран здесь AMOLED с LTPO технологией второго поколения.
То есть дисплей способен работать в зависимости от сценария использования с частотой обновления картинки от 1 до 120 Гц, что экономит энергию и разгружает железо. Экран здесь имеет небольшие закругления по краям, то есть это не водопад. Разрешение здесь очень высокое, 3216 на 1440 точек. Диагональ при этом 6,7 дюйма. То есть здесь достаточно высокая плотность пикселя и четкость картинки. Экран имеет очень высокую яркость до 1300 нит, высокую контрастность 5 миллионов к 1 и хорошую цветопередачу. Сделаю небольшой замер яркости в помещении. Люксомер выдает показатель 670 люкс, при этом яркость равномерная на всех участках экрана, погрешность не превышает 10 люкс. По шим ситуация следующая, коэффициент вредного мерцания очень высокий, даже на максимальной яркости он составляет 30%. Пиковое значение на 40% яркости около 80% и минимальное значение при минимальной яркости около 18%. Конечно, нужно еще подробно смотреть спектр частот, подробные параметры я замерю в полном обзоре. Режима DC-димминга я пока не нашел, возможно на заводской прошивке его нет и эта функция появится позже с обновлением. По железу не буду многословным, здесь стоит топовый мощный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, память LPDDR5 и UFS 3.1. На практике мы уже знаем, что процессор хорошо греется, тротлит, но при этом выдает очень высокую мощность, особенно по графике. Здесь OnePlus утверждают, что поставили оптимальное охлаждение, поэтому проблем с производительностью быть не должно. Я это также проверю в полном обзоре, а пока первый тест Antutu выдал 997 тысяч баллов, что является рекордным результатом на моей практике. Нагрев во время теста при этом был достаточно равномерным по всей поверхности девайса. По автономности производитель также порадовал емким аккумулятором в 5000 мАч. Тут стоят две батареи по 2500 и зарядка максимум 80 Вт. Также есть беспроводная 50-ваттная зарядка. Камеры здесь вызывают лично у меня огромный интерес. Здесь стоят в тыльном модуле 3 сенсора, которые могут снимать в 10 бит, а также в формате RAW+ 12 бит. Я уже сделал несколько пробных снимков в дневное время, качество на первый взгляд крутое. Это пример OnePlus и Xiaomi 12 на основной модуль. У OnePlus выше светочувствительность, больше красок и выше детализация, а темные участки лучше просматриваются. При видеосъемке есть режим лог с возможностью затем накидывать луты. Основной сенсор это 48-мегапиксельный IMX789 с размером пикселя 1,12 микрометра. При интерполяции получается размер 2,24 микрометра. Светочувствительность f1.8, здесь стоят 7 линз, а также оптическая стабилизация. Снимать видео можно в 8К 24 FPS, 4К 120 FPS. Второй вспомогательный модуль это ширик Рыбий глаз на 50 мегапикселей GN1 с максимальным углом обзора 150 градусов. Но данный широкий угол работает только при фотосъемке, а видео можно снимать с углом обзора 120 градусов. Здесь есть формат 4К 30 FPS максимум, и в этом режиме можно переключаться с ширика на основной модуль. Третий модуль это телевик на 8 мегапикселей с оптическим зумом 3,3 и оптическим стабом. Во время видео можно переключаться между тремя модулями при режиме Full HD 30 FPS, так как телевик не поддерживает 4К видеосъемку. Если говорить о фронталке, то здесь стоит 32-мегапиксельный сенсор IMX615 с апертурой f2.4. Днем первые снимки в вечернее время перед закатом не понравились, и угол обзора и динамический диапазон хороший. Правда, нет видеосъемки Full HD 60 FPS, но есть электронная стабилизация. В остальном очень хочется отметить крутой виброотклик, он здесь очень мощный и имеет множество вариаций вибро на различные действия. Плюс есть выбор двух режимов общей вибрации, мягкий или хруст. Также здесь много регулировок и настроек вибраций. По звуку здесь стоит неплохой стереозвук, сбалансированный, но не такой качественный и чистый, как у Xiaomi 12. По громкости здесь динамики мощные, но на высокой громкости слышен легкий хрип и шум. В остальном в смартфоне все круто, есть Google сервисы, NFC, русский язык с коробки, а также все бенды связи, включая 7 и 20. По водозащите информации я не нашел. В итоге данный смартфон я рассматриваю как камерафон, чтобы снимать выездные выпуски. Я думаю, данного смартфона будет хватать с лихвой.
Единственное, что меня здесь напрягает, это экран, включая сканер отпечатка пальцев, который не срабатывает при выключенном экране. И заканчивая высоким шумом, по которому еще непонятно, нужно более подробно тестировать экран. В остальном есть надежды, что здесь более сбалансированное железо, чем Xiaomi 12, так как в Antutu смартфон набрал высший результат и не сильно перегревался. В общем, буду все тестировать, а потом делать окончательные выводы. На этом у нас на сегодня все. Ваши мысли пишите в комментариях. До скорых встреч!